Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайшего времени. Таро на неделю со 2 по 8 сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты для вашего знака зодиака. И у нас первая колода Таро поддержки ангелов, а вторая «Спроси у ангелов» как совет. Это оракульная колода. И мы советы спросим в самом конце и тоже достанем карту. Итак, что же для вас будет эта неделя? Будем, конечно, реалистами, я всегда об этом говорю. Любой расклад не расскажет о личной истории, жизни, перипетиях каждого из вас. Но, как если рассматривать альтернативный вариант событий, мы можем просчитать какую-то нашу стратегию, тактику. Или предусмотреть, например, что если жизнь и не бывает полностью предсказуема, то я где-то готов к неожиданностям. И это более сильная позиция. На самом деле так. Я оставлю ссылки в описании под видео к самым разным плейлистам, а также переход на мой сайт. Там есть планетарные гороскопы и статьи по психологии. Переходите, ищите информацию, читайте. Итак, первый вопрос. Что важно знать или какие энергии для вас будут преобладать на эту неделю? Чего не избежать неожиданностей, чем вы можете столкнуться? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, мои дорогие? Достанем карту «Что скрыто?» И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, документы, учеба, у кого что. Энергия денег, финансы. Личная жизнь. Опять же, энергии смотрим. И у оракула совет, который откроем в конце. Что для вашего знака зодиака? Какой совет даст колода Дорин Верчи? Что важно знать? Первая карта. Ух ты! Но это вы можете быть такими императорами, правда? И планетарно-то для вас очень неплохой период. Конечно, вы можете столкнуться с таким человеком, и, может быть, даже вы согласовываете какие-то вопросы в высоких инстанциях. Это сама по себе организация. Организация вашей жизни как-то по-новому. И мы все в течение осени, не только сентября, будем делать какой-то важный вывод, выбор и после организовывать свою жизнь. Большая ретроградность, много планет в ретро-движении. И, кстати, наверное, в основном это даже больше будет затрагивать знаки стихии земли и воды для того, чтобы организовали свою жизнь с какими-то изменениями, с какими-то изменившимися условиями. Или расставили правильно акценты по тем направлениям или действиям, которые вами были предприняты ранее. Или какой-то вопрос, который, ну, словно завис, он тоже должен быть красиво закончен, как-то элегантно. Но все же по этой карте еще идет структура сама по себе. Безусловно, это еще и карта лидера. Это в вас будут такие лидерские энергии. По этой карте мы не боимся брать ответственность за кого-то. Мы держим свое слово. Но и вы будете выбирать точно таких же людей, на которых вы можете положиться, которые не отвернутся, те, которые в сложную какую-то минуту не складывают руки и не ищут, как бы выскользнуть из этой ситуации, а которые вместе с вами думают, как найти выход, что предпринять. Для вас, в принципе, надежные люди будут иметь большое значение. Ну, или какие-то, может быть, и как оформление документов, или составление важных бумаг, или хождение по чиновникам, как я уже сказала. Возможно, вот именно эта структура. Ведь о чем нам говорит карта? Мы должны уважать систему, порядок, закон. Не, даже если нам, ну, как выпадает по судьбе, зайти не в один кабинет, как мы думали, допустим, да, или, может быть, мы считали это правильным, зайти, оформить этот документ, и все, вроде как дело в шляпе, мы это завершили. Вы приходите, вам могут сказать, а нет, надо еще перед этой бумагой получить еще каких-то 5.
Поверьте, когда выпадает карта император, значит, нужно сделать последовательно что-то, не идти попросту против этой системы. И тогда у вас все намного быстрее решится, мои дорогие. И у вас у самих, как будто на эту неделю, вот это лидерство, это основная ведущая сила. Неожиданности, исполнение желаний. Карта звезда. Безусловно, это карта вдохновения. Но еще есть такое, когда полное благополучие. И опять же про доверие нам говорят. Если ты веришь, то, что ты хочешь осуществить, у тебя получится. Что-то доброе, хорошее входит в вашу жизнь, или вы решаете те вопросы. У вас 2 старших аркана. Здесь, правда, что-то по судьбе. Это как могущественная сила вас ведет в нужном направлении, в правильном. Вы что-то сделаете такое, от чего больше, наверное, удовлетворение самим собой или самой собой. То, что вам придаст какую-то стратегию на последующий период. Все же карта звезда нам говорит о периоде лет на 10-20, на последующий. Наш такой, достаточно далекий срок жизни. То есть это те успехи, которые вы закладываете теперь. Вы ими будете пользоваться еще пару десятилетий, мои дорогие. Но и когда исполняются желания. Значит, будь то это что-то мелкое, на этой неделе то, что вы сможете осуществить, подписать, согласовать, договориться, будь то, может быть, и как подарок какой-то, или для людей творческих это как, новый прогресс, новый вид, может быть, творчества, новое вдохновение, которое окрыляет. Здесь ведь какая-то радость, причем такая не, знаете, мелкоматериальная, а что-то более глобальное у вас, хорошее входит в вашу жизнь, чему сейчас не время ставить все под сомнение или начать копаться в самом себе, начать копаться в прошлом или быть где-то, знаете, как своеобразную путаницу устроить между вашими прежними взглядами на жизнь или какими-то коллизиями жизненными, или пытаться где-то продумывать, своеобразный, что как план, а вдруг этот человек в отношении меня хитрит. Вот этому всему не время. И если у вас что-то сейчас решается, не сомневайтесь, не в себе, не буквально, может быть, в каких-то отношениях, не в каком-то деле, выгорит, не выгорит, получится, не получится. Нет, просто идите вперед, карты нам говорят. У тебя все получится. Поставь цель 1000%, ты победитель. Что вам помогает? Еще один старший аркан. Быть готовым к неожиданностям. Успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Правильно и быстро как-то. Может быть, быстро тут у каждого по-своему. Быстро, может быть, принять решение. Или когда от чего-то не отказаться, мои дорогие. Трансформация у вас проходит. Хотим мы или нет, это сами по себе перемены. И где-то это карта освобождения, безусловно. У нас буквально ангел берет человека за руку и выводит из этой башни, которая через какое-то время будет разрушена от попадания молнии. Может быть, ваши действия или чьи-то действия, словно эффект бабочки, на вас воздействуют. Или то, что вы хотели осуществить прежде, к вам возвращается в этот период с какими-то новыми возможностями, с новым вдохновением. И вы не должны от этого отказаться. Вы не должны это поставить на паузу. Правда, какие-то вопросы придется решать на этой неделе. Ваша решимость, она тоже потребуется. Время пошло. Об этом нам говорит карта. Но трансформация – это какие-то добрые для вас будут означать перемены. Что скрыто? Это вы можете где-то хандрить, разувериться в себе или сомневаться по поводу, вот как здесь, показаны 3 разлитых кубка с молоком. И наша девушка закрыла глаза. Ей страшно открыть глаза, кажется, боже, она увидит. Что она может увидеть? Мы смотрим со стороны. Вот, наверное, на любую ситуацию нужно посмотреть словно со стороны. И тогда она не кажется страшной. Но когда мы заглядываем вглубь себя, устраиваем глубокую философию на мелком месте, мы не видим реальность. А ваша задача – реальность. Нам ведь сказали 2 мечей.
Не создавай себе путаницу. Никто ничего не скрывает от вас. Вы сами себе можете, ну, как словно не увидеть новые возможности. Вот в чем опасность, мои дорогие. Или вы можете начать в чем-то сомневаться, а надо действовать. Вот как-то так. Дело, работа, бизнес, документы или какие-то согласования. Снова нам выпадает карта эксперта или король мечей. Да, конечно, у кого-то конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха. Близнецы, весы, водолей. Но все же в этой колоде нам именно об эксперте или о том респектабельном человеке, который знает и делает какие-то, ну, осуществляет действия по разным направлениям, но делает он это с позиции рационализма, логики, четкости, основанная на законе, на каком-то регламенте. Все то, что мы говорили по карте император и энергии, если по рационализму, они где-то схожи с императором. Ведь император, он именно хочет сделать что-то по порядку, или по системе, или по каким-то правилам, регулировкам или законам. Так вот почему проходят также по королю мечей, как юристы, адвокаты, судьи, люди в погонах. Увы, такое тоже кто-то может согласовывать какую-то ситуацию. Тут ведь у каждого по-своему. Вы можете какие-то вопросы, может быть, решать даже в любых инстанциях. Это могут быть и врачи для кого-то. Или, в принципе, все люди, которые носят форму. У кого-то банально дома нужно пригласить. И, кстати, по карте проходят люди, работающие с металлом. Вы можете пригласить специалиста, который тоже четко знает, он эксперт в своем деле, как, допустим, проводку починить. Ну, я банально говорю, чтобы вы понимали. То есть вот нужно сделать что-то для вас наверняка. И это дела, работа, бизнес, учеба, какие-то согласования, опять же, или документы. Давайте посмотрим, что же с деньгами. Тройка мечей, посмотрите, словно 3 меча. Нам говорят, и 2 ангела успокаивают нашу девушку. И карта, она... Тем не менее, в этой колоде выздоровление называется. Когда мы принимаем какие-то ошибки. Когда мы что-то потеряли. Может быть, какая-то сумма недополучена. Может быть, какая-то сумма, даже я могу предположить, словно уходит. Или вы на что-то потратились, вы понимаете, у кого-то могут быть разбирательства в суде, когда не возвращают деньги. И вот какую-то потерю мы должны принять, несмотря на какую-то большую грусть. Ангелы, 2 ангела успокаивают. И говорят, ну, какой-то опыт, проб, ошибок мы все проходим. И у кого-то из вас это не новая ситуация, отнюдь нет. Всегда, потому что по тройке мечей или по тройке воздуха это какие-то наши глубокие разочарования, потому что мы могли думать, ну, лучше, чем оказалось, допустим, о человеке. Или нам что-то было обещано, а мы столкнулись, ну, с каким-то предательством. Может быть, и по деньгам тоже вы думали, какое-то дело у вас получается, а здесь нужно принять, что, ну, какая-то сумма, она может как будто уйти. И тогда нам говорят, сделай выводы и иди дальше. Не сомневайся очень долго. У тебя все равно как будто есть как раз какие-то финансовые возможности. У вас очень сильные карты выпадают. Не ставь во главу угла именно какой-то материализм. Иначе ты, ну, сам себя как будто обезоружишь. Или погрузишь в какую-то, как тьму разочарований. Или в тьму сомнений, посмотрите. Нужно быть аккуратным с деньгами. Для кого-то и так может карта говорить. Подожди, тратиться. Какая-то была у тебя, может быть, уже ошибка по деньгам. И у тебя сейчас подобная ситуация. И если для вас, мои дорогие, я разные варианты просматриваю или предполагаю, если вы решаете в данный момент времени какой-то вопрос, который напоминает прошлую ситуацию, которая закончилась со знаком минус, тогда не стоит повторять ошибок. Какие-то выводы, иными словами, по финансам на этой неделе вы делаете и идете дальше. Потому что самое ценное – это вы сами. И у вас карта трансформации. Что-то вас как будто меняет. Может быть, и обстоятельства. Не всегда обстоятельства складываются для нас со знаком плюс. Да, они нас мучают.
но иногда и учат. И вот это тоже такой факт, он присутствует. Давайте посмотрим, что у вас на личную жизнь. Но все равно деньги есть, деньги будут, и нам говорят, что, во-первых, есть тот человек, который приходит вам на помощь. Или, мои дорогие, кто-то из вас, может быть, тоже приходит на помощь, и кому-то помощь осуществляет по финансам. И вам самим, может быть, тоже сложно на этой неделе, но вы понимаете, что рационально кому-то помочь, может быть, и из близких. Мы все разные, поэтому варианты я перечисляю. Конечно, может быть, еще 1000 других вариантов, но у кого-то это может быть ситуация, я вынужден закрыть, помочь кому-то, закрыть тот или иной денежный вопрос. Девятка жезлов больше говорит о том, что и вы-то сейчас готовы больше, где-то вам хочется как будто обособиться, быть в изоляции, может быть, а обстоятельства вам как раз этому не способствуют, потому что трансформация. Вы с чем-то определяетесь, причем не со всех в тех энергиях, в которых вам комфортно. Но ваша задача быть вот этим императором. Вот какая-то интересная процедура у вас предстоит. Дайте я достану еще одну карту на личную жизнь. Не совсем мне понятно. По девятке жезлов это в герметической колоде Таро карта великой мощи, когда у нас большой потенциал, много сил. Но мы тратим или действуем только в двух случаях, когда нам что-то угрожает или чтобы не упустить какую-то возможность. Может быть и правда где-то решение вопроса между плоскостью, когда своеобразный есть риск, или, ну, как-то вот вам бы не хотелось в этом направлении действовать, а другого нет. И с другой этой стороны, чтобы, может быть, что-то не упустить. Что же вам на личную жизнь? Может быть ситуация, когда вы чувствуете, что вас обманывают. Вот конкретно так. Карта как раз и изображает детей, которых явно была прежде дружба, но потом мальчик решил где-то схитрить. И в итоге у него 5 яблок, а в корзине девочки всего лишь 2. Он понял, что он совершил огромную ошибку. И дружба, она все-таки дороже. Но и девочка сделала какие-то выводы по поводу обмана. И она превратилась в воина. Она решила прекратить эту дружбу. И вот она свернулась так вот одиноко. Ей как будто холодно. Она съежилась. Она заснула в одиночестве на вот этой голой скамейке, босая. Это тоже где-то олицетворение того, что она находится в сложном положении. Но она приняла это положение, она превратилась в воина. И вот этот меч, как у воина, из ножен, его достали и положили рядом, как будто. Она готова отражать атаку, она надеется только сама на себя. По этой карте именно какая-то хитрость прежняя, она может вас ставить в тупик. И вам хочется как будто уединиться, не хочется участвовать в каком-то деле. Может быть, есть разочарование именно по финансам. Вы кому-то не доверяете, а что же по финансам у вас на этой неделе? Очень интересно. Праздник после победы. Все равно какой-то вопрос решается очень хорошо. Просто, наверное, перипетии к этому вопросу будут у каждого свои, мои дорогие. Какой-то праздник будет. И не случайно у вас такие прекрасные карты выпадают. Но, видимо, вот это какая-то трансформация. Она может быть отчасти болезненна. Или вам нужно какие-то очень важные разговоры провести, судя по семерке воздуха. Ведь здесь, обратите внимание, ангел все-таки присутствует в этой колоде карт. И как будто ангел подразумевается, по крайней мере, по этой карте, что мы можем договориться, мы можем примириться, мы можем устранить какой-то конфликт. Это вы можете находиться как бы с позиции любого человека. Может быть, и вы признаете ошибку, мои дорогие, что это вы что-то сделали прежде неправильно. Тогда важные глубокие разговоры, откровенные, должны быть произведены, и будет праздник. В любом случае какой-то праздник будет, но от ваших именно правильных действий, от правильной оценки ситуации будет зависеть, ну, ваше благополучие, какой-то последующий как статус, ведь у вас выпадает статусная карта. Давайте совет. Отпусти. Отпусти какую-то ситуацию. В
чем-то не участвуй. Не участвуй имеется в виду в какой-то боли. И если тебе больно что-то терять, ну как будто прими эту потерю. Не зацикливайся на чем-то одном. Не ищите черную кошку в темной комнате. Ее там нет. Правда, отпусти. Ну и тут, наверное, 1000, может быть, вариантов, мои дорогие. Буду благодарна вашим комментариям, что это может быть. Я же хочу достать. Отпусти. Чего это может касаться? Я понимаю, что тут может быть замешаны личная жизнь и работа, и финансовые вопросы. Плюс еще 16-й аркан. Какой же совет нам еще дадут оракульные карты? Неожиданно. Твоя ситуация улучшается. Она будет улучшаться. Ты можешь пока не видеть, но, видимо, от чего-то не отказаться, может быть, и правда. Отпусти какую-то боль, отпусти разочарование, отпусти сомнения, отпусти, что и ты мог в чем-то сомневаться. Где-то и человек ведь тоже мог ошибаться. Не таи зла, не таи того, что, ну, не думай, что мир как будто или общество настроены против тебя. Какая-то ситуация темновата, но вы словно все равно выплываете, мои дорогие, к свету. Именно конкретно говорит карта. Ситуация будет улучшаться. Прямо как-то вот или косвенно, постепенно, может быть, но все встанет на свои места. Не сомневайтесь в чем-то. Вот сомнения, они точно мешают. Для вас нужно увидеть какую-то реальность, не пройти мимо, не отказаться. Все же, что вам помогает? Успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вы словно можете принять какое-то решение, может быть, достаточно резкое, а назад дороги не будет. А если вы, ну, правильно делаете выбор, перед вами, ну, посмотрите, исполнение желаний и совершенно иное качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Надеюсь, чем-то вам наш расклад был полезен. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.